Дорогие друзья, огромный всем привет из Иерусалима. Мы очень любим Иерусалимский ботанический сад. И как только появляется возможность, с удовольствием его посещаем. А пропустить ежегодное зимнее световое шоу попросту не можем. И это стало уже нашей семейной традицией. 3-й год подряд мы приходим в волшебный, мерцающий огнями ночной ботанический сад. Это мероприятие проходит как раз в дни празднования Хануки, Рождества и Нового года. Уже 2-й год европейская зимняя сказка, облетевшая многие города мира, залетает и в Иерусалим. Искусственное озеро с растущими лотосами стало первым объектом, захватывающим наше внимание с первой секунды. Лотосы уже отцвели и отдыхают. На их месте сейчас лотосы покрупнее и плавающие шары. И, конечно же, все меняет цвета. Деревья сада, окруженные таинственным светом, то переливающимся, то вспыхивающим, отражаются в воде, усиливая эффект восприятия. Забегая вперед, скажем, эта выставка впечатлила нас больше, чем прошлогодняя. Все более фантазийно, масштабно, насыщеннее и разнообразнее.
Золотые ворота, мир сказки и света открыты. Сказка идет рядом с вами на протяжении 2 километров, сопровождается свечением почти 2 миллионов светодиодных цветных лампочек. Выставка не проходит в тишине ночного сада под шорох листьев. Для объектов светового шоу разработано музыкальное сопровождение, которое мы заменяем своим собственным музыкальным сопровождением, созданным специально для этого сюжета. Вокруг столько красоты, а Ларису тянет к уткам. Впрочем, не только ее. Радости детям и взрослым. Небольшая ярмарка на входе. לא מציקות בעין, אפשר לראות אם זה סרט או סדרה או משהו, אבל זה לא מציק. Лариса впечатлилась светильниками, и мы купили внучке ночничок в виде медвежонка на память об этой выставке. אדובי 180, הוא מחליף 7 צבעים. Ну что ж, памятная покупка состоялась. А теперь мы продолжаем наше путешествие по сказке. Каждый день, кроме пятницы, в 5 часов вечера с наступлением сумерек ботанический сад открывается для волшебного зимнего путешествия, создаваемого живой природой и уникальным интерактивным освещением. Выставка работает 2 месяца – декабрь и январь. По световому туннелю идем к большому сердцу, чтобы послать вам тепло наших сердец прямо из Иерусалима. Листва деревьев, окутанных ночной мглой в цветном освещении, казалась фантастически красивой на протяжении всего пути. Синяя аллея проходит рядом с палаткой шефа-повара Машика Рота. Это специальная зона, где желающие могут отведать даже светящиеся блюда. Для тех, у кого менее изысканный вкус, есть еда и питье попроще.
Супы, сосиски, картофель, рыба, любимые детьми бэйби-шницели, горячий шоколад и вино и, конечно же, жареные каштаны. Вот хотелось мне каштанов. «Ну так купи», — сказала Лариса. Ну вот и надо было купить, не пришлось бы потом возвращаться. Все-таки каштаны мы купили и с удовольствием поели. Лариса вспомнила, что ее бабушка пекла их в печке зимой. Вспомнили вкус из детства. На улице веселились продавцы смешных шапок. Кресло-гамак под фигурой, напоминающей медузу. Хотелось отдохнуть, да не тут-то было. Низковато креслице. Повыше сядь. Я боюсь, я сломаю. Для детей рассчитано. Я боюсь. Тропа-калейдоскоп напомнила Ларисе об огромном ее разочаровании в самом раннем детстве. Получив в подарок большой калейдоскоп, она долго любовалась разноцветными фигурами. И, наконец, ей захотелось их заполучить, что называется, лично в руки. Калейдоскоп был сломан, и в руки высыпалось несколько цветных стеклышек. Хотелось плакать. Результат не оправдал ожиданий. Игрушка сломана, и стеклышки вместо драгоценных камней. Зато разобралась в устройстве калейдоскопа и получила урок: не все золото, что блестит. Действительно сказочное зрелище – это калейдоскопическая тропа. Самый настоящий мультисенсорный опыт света, звука, цвета и движения, вкусовых ощущений, к которым присоединились и воспоминания. А что там впереди? А впереди приготовлены подарочные коробки. Вообще-то их в это время ставят под елками, но здесь они расположились под пальмами. Ботанический сад в Иерусалиме – удивительное место. Здесь собраны не только тысячи экземпляров растений, произрастающих в Израиле и на Ближнем Востоке, но и цветы, деревья и кустарники из совсем других стран и климатических условий. Это оазис живой природы в самом центре Иерусалима. Первые растения были здесь посажены в далеком 1931 году, а вот открылся сад для публики только в 1985. Воздушные шары приземлились в Иерусалиме ненадолго, до 30 января.
А эта подсветка создала потрясающее впечатление. Как будто сотни тысяч разноцветных светлячков или хрустальных бусинок повисли, мерцая на листьях и ветвях деревьев. Отсюда не хотелось уходить. В тропическом павильоне тоже удивительное представление. Туда мы и направляемся. Но у палатки с ликерами остановимся обязательно. Вишневый горячий ликер в холодный вечер пришелся кстати. И столики со стульями тоже. Спешим увидеть очередное шоу. Тропическая оранжерея модернизирована не так давно, что стоило несколько миллионов шекелей. Ларису беспокоит вопрос, а как же орхидеи? Как они переносят это неоновое нападение? Почему только орхидеи? Ведь коллекция оранжереи насчитывает порядка 350 видов растений. Но Лариса любитель орхидей. У нас есть небольшая коллекция этих красивейших цветов, поэтому в первую очередь она беспокоится об орхидеях. Прочитали, что весь свет выставки экологически безопасен для растений. Ботанический сад находится на границе климатических зон. И бывали случаи, хотя и единичные, что на одних склонах еще лежал снег в Иерусалиме дело нечастое, а другие склоны купались в солнечных лучах. Территория поделена на тематические зоны и охватывает 6 географических регионов. Зоны сада имитируют флору каждого региона и демонстрируют великолепное цветение в течение всего года. Пройдет совсем немного времени, и зацветут больше десятка сакур, главных деревьев Японии, и это поистине эстетическое удовольствие. Ранняя весна – самое прекрасное время для посещения ботанического сада. Великолепие цветения вам гарантировано. Возле тематических фигур царит оживление. Крылья Пегаса готовы для фото. Слышим детские крики. Что бы это могло быть? А это дети руководят процессом световой окраски деревьев.
Повеселились и малыши, и подростки. У полянки с елочками мы задержались. Горящие окна вечернего Иерусалима и таинственная завораживающая феерия ботанического сада. Волшебное сказочное зрелище. Но это еще не все, ведь путь идет на протяжении 2 километров. Шестиметровая звезда упала с неба прямо у пещеры и освещает путь, переливаясь всеми цветами. А вот такую красоту можно увидеть, если оторвать взгляд от звезды. Приятно пройтись по этим волшебным аллеям. Семнадцатиметровый паровоз продолжать путь сегодня не собирался. Из его трубы, к нашему огорчению, пар не выходил. А жаль, то ли дрова закончились, то ли сломалось что-то. Неоновый сад.
дискотека приглашает потанцевать. Найдутся ли желающие? Прогулка удалась. Отдохнули мы на славу, и поели, и выпили, и даже потанцевали. Остались последние метры сказочного действа. Дорогие друзья, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного благополучия и прочих больших и маленьких радостей. С любовью из Израиля, Павел и Лариса.